Добрый день, друзья! Один из важных вопросов, которые вы мне задаете, как меня найти, если вдруг что-то случится с YouTube, и я не смогу выставлять свои ролики на канале. У меня есть группа ВКонтакте, страничка ВКонтакте и страничка в Инстаграм. Но, к сожалению, эти странички были созданы очень давно и посвящены не цветам. Я 10 лет занималась выпечкой тортов, и там в основном мои торты, мои работы и мои рецепты. И ВКонтакте невозможно выставить видео. Вернее, его можно выставить, но есть определенные сложности с размещением видео ВКонтакте. А в Инстаграм там, конечно, можно, но там идет минута, потом нужно переходить на другую страничку платформы. В общем, это все неудобно для создания видео. Но для того, чтобы не потеряться, можно подписаться. Кому-то удобно в Инстаграм, кому-то удобно ВКонтакте. Единственная моя просьба: ВКонтакте, когда подписываетесь на личную страничку, пишите мне какое-нибудь кодовое слово. Ну, то есть сообщение. Например, орхидеи. И я буду знать, что вы интересуетесь конкретно орхидеями. И обязательно, когда будет создан канал в Яндекс.Дзен, я скажу и здесь, и напишу на всех своих платформах, что канал создан и можно туда переходить. Но это в том случае, если с Ютубом что-нибудь будет не так. А сегодня я вам хотела показать 3 орхидеи. Эти орхидеи куплены перед 8 марта. И, конечно, мы очень радуемся, когда покупаем новые орхидеи. Тем более, что все эти 3 орхидеи мультифлоры. А как вы знаете, я очень люблю мультифлоры. Чем мультифлора отличается от стандарта? Ну, во-первых, размером. Мультифлора мельче. А какое у нее преимущество? У нее всегда много ответвлений, много маленьких веточек, и она очень обильно цветет. Вот на каждой веточке еще есть бутончики. Вот они. Но очень часто с такими великолепными цветами мы приносим неприятные для себя подарки и неприятные сюрпризы. 2 орхидеи от GMP. Они были в праздничных обзорах. Орхидеи изумительные, очень красивые, необычные. У меня таких нет, поэтому я приобрела 2 вот таких орхидеи. У этой орхидеи есть название. Оно написано на горшочке. Состояние этой орхидеи идеальное. Она не сбрасывает бутоны, она распускает все свои бутончики. Листья в тургоре, корни не растущие, но есть, и их очень много. Прошло приблизительно неделю после того, как ее купила. Распускаются бутоны, она меня очень радует. Здесь все великолепно. Вторая орхидея. Но, как вы знаете, после покупки у меня орхидеи стоят в обязательном порядке на, как это называется, на карантине. И я смотрю, что с ними так или не так. Конечно, после того, как я распаковываю эти пакеты, я обрабатываю все листья, смотрю, вот сразу смотрю, что может быть на орхидее. Беру микроскоп, просматриваю все веточки, листики. И вот при покупке вот этой орхидеи, вроде бы ничего и не было. Но вот после того, как она неделю провела у меня дома, я на ней заметила вот здесь на стволиках липкие пятна. И один из листиков, вот он, по краю появились липкие пятна. Это мусоринка здесь
я рассматривала специально, это мусоринка, здесь ничего страшного нет. Это может быть гутация, ну, по крайней мере, на листике. Может быть, когда вот так ехали листья свернутые, может быть, они задели стволик. Но в любом случае на эту орхидею, названия, кстати, у нее просто стоит номер, вот он. На эту орхидею стоит обратить особое внимание. Да, есть на листьях, но это транспортировочные заломы. А есть вот такая на листе желтизна. Эти черные пятна тоже ничего не значат. Их можно протереть еще раз ватным диском, смоченным в каком-нибудь мыле или зеленом, или дегтярном, или горчичном. Видимо, я не заметила, но за этим листиком тоже стоит понаблюдать. И за всей орхидеей понаблюдать. Я только перед съемкой ее всю старалась разглядеть, нет ли на ней каких-то вредителей. Обычно вот такие пятнышки липкие оставляют или щитовка, или мучнистый червец. Я рассмотрела даже все лепестки, вот между лепестками все, никого не нашла. Вот с этим листиком, когда гутация, капельки такие ровненькие и одинаковые, и только по краю листика. Но здесь нужно сделать скидку на то, что она ехала упакованная, эти капельки могли, пока она ехала, размазаться. Что обычно в таких случаях я делаю, когда вижу вот эти капельки? Я все еще раз протираю. Может быть, я не заметила, когда протирала, может быть, еще что-то. Может быть, это по новой выступили, эта гутация. Я сейчас еще раз протираю и стволики, и лист, и наблюдаю. Если появятся мелкие-мелкие капельки, то это может быть гутация, а если появятся какие-то, знаете, как брызги или еще что-то, такие затяжные полосочки, тогда буду чем-то обрабатывать. Но чем я обрабатываю, я сейчас покажу и расскажу на следующей орхидее. Пока эта орхидея не вызывает у меня сильных переживаний никаких. Эти две орхидеи от GMP были куплены в Leroy Merlin, а вот эта третья орхидея, ее можно назвать или маленький чармер, или маленький крес, они похожи чем-то. А вот эта орхидея с большими сюрпризами. Конечно, я эти сюрпризы постаралась убрать, но один оставила для того, чтобы вам показать. Она была куплена в магазине Ашан. И если GMP мы понимаем, что это польские орхидеи, то это орхидея голландская. Мне голландские орхидеи очень нравятся. У них их качество, но бывает, что и лучше польских. Но или мне так попадается, или вот мое такое счастье. За последние 2 года 3 голландских орхидеи были со щитовкой. Одну из них я вам показывала, это Сара, вот эта маленькая орхидейка, которая сейчас отцветает, но что-то тут пытается доращивать. Я прямо вам ее показывала и на камеру увидела, что у нее есть щитовка. Но щитовка была сухая, поэтому обрабатывать мне ее не пришлось. А когда я раскрыла эту орхидею, я пришла в ужас. Просто в ужас. На листьях, на цветоносах, везде, где только можно было, была щитовка. Вот сейчас покажу вам. Осталась всего одна щитовочка. Что же такое щитовка? Это вот такой маленький коричневый нарост, да где угодно. Вот видите, здесь на цветоносе. Сколько я их собрала, я даже вам сказать не могу. Штук 20, наверное. Конечно, когда я их увидела, опять любое калийное мыло, сразу все это снимается. Никогда не старайтесь вот этот вот маленький, хорошо прилепленный к листу или к цветоносу, я даже не знаю, как ее назвать, но эту корочку
оторвать, потому что под ней может находиться большое количество маленьких щитовок. Вот это взрослое не двигается, а маленькие бегают очень быстро. Когда я первый раз увидела это в микроскоп, я была удивлена, как они быстро разбегались. Поэтому мокрым ватным диском, если нет никакого мыла, хотя бы смоченной в теплой воде, вы их сразу, эти мелкие щитовки, соберете. А потом, конечно, обработка. Но как заметить? Вот если вы не обращаете внимания ни на листья, ни на цветоносы, у вас нет микроскопа, как разобраться, что есть какой-то вредитель? Вот смотрите, сейчас, если получится снять на камеру, я всегда говорю капельки, брызги. Вот кусочек, маленький кусочек, он блестит. Вот такие следы оставляют щитовки, когда ползают по листикам или быстро бегают. У них не перерабатывается сладкая падь, и они ее выделяют и оставляют как следы за собой. Опрыскивать орхидею каким-то препаратом от щитовки или от мучнистого червеца бесполезно, потому что щитовка, потому и называется щитовка, что вот этот панцирь, который закреплен хорошо на листе или на цветоносе, он не пропускает никаких в себя химикатов. Как, впрочем, и мучнистый червец. Он как будто обсыпан мукой, он белый. И тоже с него вся вода или химикат весь скатывается. Поэтому здесь мы можем применить только системный препарат, который борется именно с этими вредителями, и нужно поливать корни. Даже не поливать, а замачивать. Я использую в этом случае Актару. Вот такую Актару с голограммой. Жидкая Актара не работает в этом случае. Она у меня отрезана, потому что, естественно, я этот цветок уже полила. Этот жду, если нужно будет, тоже полью. Но с этим я уже поработала, поэтому я сейчас не боюсь ставить его рядом с остальными, ну хотя бы вот с этими. Потому что 5 дней назад был обработан Актарой, были хорошо напоены корни. Актара разводится для первой обработки 2 грамма на литр. И вот здесь мы не обращаем внимания на торфяной стакан. Нужно обязательно залить, ну хотя бы вот так, 2/3 горшка, а вверх опрыскать. Вот верх грунта, не листьев, только грунта. По мере просыхания корней, видите, они еще даже через 5 дней у меня зеленые. Но не дольше, чем 7-8 дней нужно провести вторую обработку. Для чего это делается? Препарат системный. Раз он системный, он разносится по всем клеткам растения. И щитовка, мучнистый червец, кусая, получают долю этой отравы. И в течение 2 суток погибают. Но они же пока еще бегают. Они могут находиться на цветке в стадии личинки, яйца или уже маленькой бегающей щитовки. И вот если не обработать через 5, максимум 8 дней, то если щитовка, которая была в последней стадии, доросла, то она опять начнет свое воспроизводство. Поэтому нужно, ну как бы 2 раза обработать, но на всякий случай контрольно. Мы обязательно делаем 3-ю обработку, тогда мы избавимся от всех щитовок, как, впрочем, и от мучнистых червецов. Но при этой обработке нужно обязательно знать, что следующая обработка – это уже 4 грамма на литр. То есть мы должны увеличивать дозу. И 3-я обработка – это 6 грамм на литр. И тогда вы точно избавитесь от всех щитовок. Но и щитовки, и мучнистых червецов, ну я так показываю на эту орхидею, нет на ней ничего, но на всякий случай, вроде как здесь одно, здесь другое, но здесь щитовка есть точно. Их вручную очень просто собрать. Так что первым делом мы собираем, протираем, а потом мы обязательно напаиваем корни. Мне кажется, что бороться со щитовкой и с мучнистым червецом несложно. Но
Вот именно помня о том, что нельзя пропускать вот эти грани полива, то есть 5-8 дней. Если вы полили ее через 10-12 дней, то вполне возможно уже новые щитовки или мучнистые червецы начали свою жизнь. Поэтому придется поливать, 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 увеличивать дозу, и ни к чему хорошему это не приведет. То есть если вы понимаете, что у вас конкретно есть этот вредитель, вы должны вот эти 15-20 дней посвятить борьбе с этим вредителем, не пропуская сроков полива. А так, все орхидеи прекрасны, замечательны и красивы. Правда, у этой орхидеи растет какая-то травка, я специально ее не убирала, я ее очень аккуратно уберу. И как всегда после покупки мы обрабатываем орхидеи, протираем листья. Вот здесь очень конкретный карантин. Ставим на карантин и пока любуемся цветами. И за ними внимательно наблюдаем. Вот мне в этом году повезло очень. На одной щитовка, на 2 орхидеях грибок Ботридис. Ну, что делать? К 8 марта нам привозят все, что угодно. Но среди вот этих подарков и сюрпризов бывают очень красивые орхидеи. Очень 2 красивых биглипа, которые я не показала в прошлый раз, но на них Ботридис. Что делать? Буду лечить. Тоже большая-большая проблема. В следующих каких-то видео расскажу, что такое грибок Ботридис, как с ним бороться. Если интересно, пишите. Если вам интересно узнать об этом грибке, напишите, пожалуйста, в комментариях, и я обязательно сделаю такое видео. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!